Всем привет! Это Ярослава, и это канал для тех, кто изучает русский язык. И у нас уже было два видео, где мы проверяли ваш уровень русского языка. В одном видео мы говорили про лексику, про грамматику, и в другом видео мы говорили про аудирование. И сегодня мы с вами будем проверять чтение. Мы будем проверять, какой у вас уровень чтения. У меня есть тексты для экзамена ТРКИ. Экзамен ТРКИ — это в английском языке, например, есть аналог TOEFL или IELTS. В русском языке есть ТРКИ. Сначала я буду немного рассказывать про требования, что нужно уметь на каждом уровне, на А1, А2, Б1, Б2, С1, С2, а потом на экране будет текст. Текст из экзамена ТРКИ. Вы его прочитаете сами, самостоятельно. Потом я прочитаю этот текст вместе с вами, чтобы вы знали, где ударение, чтобы вы знали, как правильно читаются те или иные слова, а потом у меня будет несколько вопросов. Итак, вы сможете узнать, какой у вас уровень чтения в русском языке. Но я надеюсь, что вы помните, что есть 5 уровней. Это лексика, грамматика, аудирование, чтение, говорение и письмо. В следующих видео мы будем с вами разбирать говорение и письмо. Я понимаю, что это не очень просто сделать онлайн, но мы попробуем. Так, а сейчас я предлагаю начать. Мы с вами начнем с первого уровня. Уровень А1. Я думаю, что все вы этот уровень легко поймете. Если вы будете сдавать экзамен ТРКИ на уровень А1, то у вас будет словарь на всякий случай. У вас будет несколько текстов. Это может быть рассказ, это может быть статья из журнала, небольшая статья из журнала, это может быть реклама, например, и все эти тексты будут адаптированными. Давайте посмотрим, какой текст может быть в экзамене ТРКИ для уровня А1. Сейчас текст будет на экране, и вы можете поставить видео на паузу. Хорошо? Ну что, я думаю, все было понятно. Давайте я прочитаю этот текст. В офисах больших и известных компаний в разных странах мира сейчас часто можно встретить животных. Например, вместе со своими животными могут работать сотрудники компании Google. А в офисе Amazon для собак-сотрудников есть специальное печенье. В России тоже есть офисы, где вместе с сотрудниками находятся их животные. Специалист компании Purina Лейли Титова ходит на работу со своей собакой Вики. Лейли решила брать Вики с собой в офис, потому что Вики очень скучала дома. Конечно, в первый день в офисе собака очень нервничала. Новое место, незнакомые люди, но сейчас ей в офисе очень нравится. Сотрудники говорят, что собака помогает им чувствовать себя лучше, когда они устают во время трудного рабочего дня. Ученые думают, что с животными сотрудники компаний лучше работают. Людям приятно находиться в офисе, а хорошее настроение помогает работать. Я думаю, было несложно, но давайте посмотрим 3 вопроса. Итак, в офисах больших и известных компаний в разных странах мира сотрудникам можно приходить на работу с животными, сотрудники должны приходить на работу с животными, или сотрудникам можно приходить на работу только с собаками. Я думаю, что понятно, что сотрудникам можно приходить на работу с животными. Может быть, с кошками, или с попугаями, или с ящерицами. Какие еще у кого домашние животные интересные? Следующий вопрос, второй. Лейли Титова ходит на работу с собакой, потому что
У Лейли скучная и неинтересная работа. Собака не любила быть дома одна. Или коллегам нужна собака в офисе. Да, правильно. Собака не любила быть дома одна, ей было одиноко, она скучала, и поэтому хозяйка стала брать собаку с собой. И третий, последний вопрос. Коллеги Лейли говорят, что собака в офисе — это хорошо, трудно или страшно. Конечно, они говорят, что это хорошо. Собака помогает им чувствовать себя лучше, когда они устают во время трудного рабочего дня. Ну что, это было очень просто, это было очень легко. Давайте посмотрим, что будет на уровне А2. Во-первых, там могут быть другие жанры. Например, может быть текст объявления, новость, письмо, какое-нибудь информационное сообщение. И будут, конечно, рассказы, может быть интервью или рассказы о каком-то человеке или событии. И тоже можно будет пользоваться словарем. Очень удобно, потом этого не будет. Давайте посмотрим текст. Ставьте видео на паузу. Что вы думаете про этот текст? Конечно, он был чуть-чуть, немного, совсем-совсем немного сложнее, чем первый. Давайте я его прочитаю. Жизнь без интернета. Современному человеку трудно представить жизнь без компьютера. Компьютер есть почти в каждой семье. Вместе с компьютером в нашу жизнь вошел и интернет. Интернет помогает людям учиться, работать, общаться. Но какой была бы наша жизнь без интернета? На этот вопрос ответила студентка Полина Иванова. Полина решила отказаться от интернета на неделю. Полина Иванова. Интернет — важная часть моей жизни. Там я работаю, общаюсь, развлекаюсь, делаю покупки. 7 дней я проверяла, какой будет моя жизнь без интернета. Будет ли она полноценной? Сначала Полине было трудно. Она привыкла смотреть погоду в интернете. Там же Полина искала рецепты разных блюд и покупала продукты. Через 3 дня Полина заметила, что у нее остается гораздо больше времени для домашних дел. После работы она занималась уборкой и стиркой, а не смотрела фильмы в интернете. Поэтому на выходных было больше времени для отдыха. В воскресенье Полина посетила выставку в музее, сходила на тренировку в спортзал, встретилась с подругами. Полина очень довольна результатами эксперимента. Она считает, что интернет отнимает у нас много времени, которое мы могли бы потратить на более важные дела. А как ваши отношения с интернетом? Вы бы могли на неделю перестать пользоваться интернетом? Ох, я не знаю. Итак, 3 вопроса, чтобы проверить, как вы поняли этот текст. Первый. Через 3 дня Полина заметила, что ей трудно жить без интернета. У нее появилось свободное время. Или она давно не встречалась с друзьями. Да, Полина заметила, что у нее появилось много свободного времени, потому что она не смотрела фильмы в интернете, а вместо этого занималась уборкой. Второй вопрос. В воскресенье Полина была в кинотеатре, в парке или в музее. Да, Полина пошла в музей, на выставку в музей, потом встретилась с друзьями, а еще она была в спортзале и тренировалась. Третий вопрос. Полина считает, что интернет вреден для здоровья, отнимает много времени или делает жизнь полноценной. Она считает, что интернет отнимает много времени. Ну, что могу сказать? Я согласна, но иногда, видите, в интернете можно делать и полезные вещи. Например, смотреть это видео и практиковать русский язык. На уровне B1 становится интереснее, потому что вы видели, на уровне А1, А2 тексты были адаптированы. На уровне B1 появляются неадаптированные тексты или тексты, которые только совсем немного адаптированные, то есть это тексты аутентичные.
Это могут быть рассказы, статья из журнала или из газеты, объявление, интервью. Часто это может быть что-то между, например, рассказ и рассуждение, где автор говорит свое мнение. Давайте посмотрим один такой текст. Ставьте на паузу. Возвращайтесь ко мне. Сейчас я прочитаю этот текст. В оригинале этот текст длиннее, и в PDF-файле он будет полностью. Но сейчас, чтобы не читать, знаете, тексты страницами, я взяла только часть, я взяла только отрывок. Давайте прочитаем. Сколько должен спать человек? На этот важный вопрос попытались ответить финские ученые, установившие оптимальную продолжительность сна. Масштабное исследование, проведенное специалистами Института социальной защиты Финляндии, позволило им сделать вывод, что правильный сон может помочь людям предотвратить болезни. Исследование образа жизни 3760 человек, проводимое на протяжении 7 лет, показало, что женщины, которые спят по 7,6 часа в сутки, и мужчины, которые спят по 7,8 часа в сутки, имеют наименьшие шансы заболеть. А можно ли спать меньше, оставаясь здоровым? Считается, что великий ученый Леонардо да Винчи сумел разработать для себя особый режим дня. Стремясь большую часть времени отводить творчеству, да Винчи стал спать по 15 минут каждые 4 часа, что составляло всего 1,5 часа сна в день. Именно этим и объясняется, как гениальный художник, архитектор, скульптор, инженер и ученый имел время совершать многочисленные открытия и в области ботаники, геологии, математики, физики, геометрии, медицины и так далее. Сегодня режим сна Леонардо да Винчи известен как сон гения или многофазный сон. По утверждению Клаудио Стемпи, исследователя Института суточной физиологии в Бостоне, такой необщепринятый режим сна имеет биологический смысл, так как мозг является наиболее активным и способным к творчеству в первые часы после того, как человек проснулся. Недаром такой метод спустя годы стали использовать и лорд Байрон, и Джефферсон, и Наполеон, и многие другие. Основным преимуществом сна по графику да Винчи считают появление свободного времени. И 3 вопроса, на которые мы сейчас ответим. Ученые выяснили, что наименьшие шансы заболеть у тех людей, которые спят сколько часов в сутки? От 4 до 6 часов в сутки, от 6 до 8 часов в сутки или от 8 до 10. Да, там было сказано, что для женщин это 7,6 часа в сутки, а у мужчин 7,8. То есть от 6 до 8. Второй ответ. Следующий вопрос. Считается, что Леонардо да Винчи спал ежедневно сколько часов? 1,5 часа, 4 часа или 7 часов? Всего 1,5 часа, 1,5. И третий вопрос, последний вопрос. Мозг человека наиболее активен. Когда? В первые часы после сна, во сне или перед сном? Да, я знаю, что здесь есть совы, у которых мозг лучше всего работает ночью. Но ученые говорят, что мозг человека наиболее активен в первые часы после сна. Уровень B2. Что интересного на уровне B2? Там появляется классика, там появляются художественные тексты. И если в уровне B1 могли быть тексты немного адаптированные, с уровня B2 это не адаптированные тексты полностью. Итак, там у нас есть рассуждения, там есть яркая авторская позиция, такие эссе. После моего видео, где мы проверяли ваш уровень русского языка, люди оставили просто, не 1000, ладно, не 1000, но очень много комментариев, что уровень Б был гораздо сложнее, чем уровень C1 или C2. В грамматике и в лексике — да, но я думаю, что для чтения уровень B2
достаточно комфортный, как и в уровне B1. Я не буду читать, я не буду вам показывать целый большой текст. Мы возьмем небольшой кусок, но такой кусок, чтобы вы поняли, чтобы вы поняли, что ждать на уровне B2. Давайте читайте сначала текст. Ну как? Давайте прочитаем вместе. Примеры долголетия людей, в труде которых значительную часть играют элементы творчества, настолько многочисленны, что трудно не задуматься над вопросом, существует ли на самом деле закономерность между творчеством и феноменом долгожительства. Или это не больше, чем наши субъективные представления, основанные на случайно выбранных памятью биографиях. Вообще-то, чисто теоретически, такие представления не противоречат фундаментальным биологическим закономерностям. Исследования ученых показали, что одна из особенностей старения — снижение адаптационных способностей организма, вызванное ослаблением нервной системы, которая уменьшает сопротивление болезням и другим неблагоприятным условиям. Большинство долгожителей имеют сильный тип нервной деятельности. В старости они сохраняют особенности биоэлектрической деятельности мозга, свойственной молодости. А так как наша нервная система в высокой степени саморегулирующаяся, сама себя поддерживающаяся и даже совершенствующаяся, восстанавливающаяся, так говорил Павлов, то можно сказать, что с ослаблением своей нервной системы может бороться каждый. И тем не менее, как неубедительна эта логика, все же она требует статистической проверки. С этой целью мы провели анализ биографических данных 26 855 ученых, инженеров, изобретателей, артистов, режиссеров, композиторов, певцов, музыкантов, скульпторов, ювелиров, писателей. Мы прекрасно отдаем себе отчет, что эти профессии не исчерпывают перечни профессий, где необходим постоянный творческий труд. Но мы остановились на этой выборке как на единственно возможной в данных условиях, и притом достаточно представительной и по количеству, и по временной глубине, от античности до современности. Если вы хотите узнать, чем закончился этот анализ, чем закончилась эта статья, то полностью текст будет в описании, вы знаете, а сейчас давайте ответим на 3 вопроса. Итак, первый вопрос. Наблюдение над сроками жизни людей творческих профессий ставит под сомнение существование зависимости между творчеством и феноменом долгожительства. Второе. Наводит на мысль о существовании зависимости между творчеством и феноменом долгожительства. Или опровергает существование зависимости между творчеством и феноменом долгожительства. Ответ 2 наводит на мысль, то есть мы начинаем задумываться и видеть здесь закономерность. Кстати, в слове «феномен» или «феномен» есть 2 варианта ударения. Второй вопрос. Высказывание Павлова противоречит мнению авторов о возможности борьбы с ослаблением нервной системы. Второе. Указывает на причины необходимости бороться с ослаблением нервной системы и подтверждает возможность борьбы с ослаблением нервной системы. Но я думаю, что эта фраза, эта цитата подтверждает, что можно бороться с ослаблением нервной системы, потому что Павлов говорил, что нервная система — это саморегулирующаяся система, поддерживает сама себя и даже самосовершенствуется и самовосстанавливается. Поэтому авторы считают, что можно, конечно, бороться с ослаблением нервной системы. И третий вопрос. Автор утверждает, что ослабление нервной системы ведет к снижению адаптационных способностей организма. Причиной снижения адаптационных способностей организма является уменьшение сопротивления болезням и другим неблагоприятным условиям. И третье. Снижение адаптационных способностей организма порождает ослабление нервной системы. В тексте написано, что одна из особенностей старения — это снижение
снижение адаптационных способностей организма, вызванное ослаблением нервной системы, которая уменьшает сопротивление болезням и другим неблагоприятным условиям. Я понимаю, что здесь написано не очень понятно. Это, знаете, как двойные отрицания. Сидишь, читаешь, там двойные, тройные, четверные отрицания, и ты думаешь, просто напишите «да» или «нет». Но здесь ответ А. Ослабление нервной системы ведет к снижению адаптационных способностей организма. Язык сломаешь. То есть сначала ослабление нервной системы, а потом снижение адаптационных способностей организма. Уровень С1. Конечно, здесь уже ожидается, что изучающие могут понимать, адекватно интерпретировать практически любые тексты. И здесь будет больше проверяться социокультурная составляющая, официально-деловые тексты, потом тексты законов, может быть, классическая литература обязательно, и даже будет филологический анализ, анализ художественного текста. И сейчас мы как раз проверим, как хорошо вы понимаете классическую литературу. Это будет небольшой отрывок. В тесте, конечно, этот отрывок большой, там на 3 страницы. Мы берем совсем небольшой отрывок, чтобы мы могли проверить, как хорошо вы его понимаете. Давайте проверим, как хорошо вы понимаете Пушкина. И мы будем читать отрывок из повести «Выстрел». И минута рекламы. Пока у меня есть минута вашего внимания. Я вас приглашаю на свой второй вебинар. У нас уже был первый вебинар про крылатые выражения, которые появились во времена СССР и потом, и носители их используют до сих пор. Второй вебинар будет про классическую литературу, про фразы из классической литературы, про фразы, которые все носители знают, цитируют. И это такой культурный код. Я бы сказала, это культурный ключ. Поэтому, если вам нравится читать классическую литературу, если вы хотите понимать лучше, как говорят носители, и сами хотите говорить как носитель, то приходите, ссылка будет в описании. А давайте сейчас прочитаем этот отрывок из Пушкина. Можете ставить это видео на паузу. Кстати, эту повесть школьники в российских школах проходят в 6 или 7 классе. То есть это 12-13 лет. Все читают эту повесть. Может быть, вы не знали, но в российских школах предмет литература, он один из самых важных, наверное. Математика, русский язык и литература, которые считаются самыми сложными. И я бы не хотела сказать самыми-самыми обязательными, но да. И дети, школьники читают и «Войну и мир», и «Преступление и наказание», и «Мастера и Маргариту», и Евгения Онегина Пушкина, и вот такие повести. Нужно прочесть российским школьникам очень много классической литературы. Поэтому все фразы, которые будут на вебинаре, собственно, их знают все, потому что все носители в школе читают эти книги. Ладно, давайте сейчас прочитаем. Гости ушли. Мы остались вдвоем. Сели друг против друга и молча закурили трубки. Сильвио был озабочен. Не было уже и следов его судорожной веселости. Мрачная бледность, сверкающие глаза и густой дым, выходящий изо рта, придавали ему вид настоящего дьявола. Прошло несколько минут, и Сильвио прервал молчание. «Может быть, мы никогда больше не увидимся», — сказал он мне. «Перед разлукой я хотел бы с вами объясниться. Вы могли заметить, что я мало уважаю постороннее мнение, но вас я люблю и чувствую, мне было бы тягостно оставить в вашем уме несправедливое впечатление. «Вам было странно», — продолжал он, «что я не требовал удовлетворения от этого пьяного сумасброда Р. Вы согласитесь, что, имея право выбрать оружие, жизнь его была в моих руках, а моя почти безопасна. Если б я мог наказать Р, не подвергая вовсе моей жизни, то я б ни за что не простил его». Я смотрел на Сильвио с изумлением. Таковое признание совершенно смутило меня. Сильвио продолжал. «Так точно. Я не имею права подвергнуть себя смерти.
6 лет тому назад я получил пощечину, и враг мой еще жив. Вы с ним не дрались? Спросил я. Обстоятельства верно вас разлучили. Я с ним дрался, отвечал Сильвио. И вот памятник нашего поединка. Сильвио встал и вынул из картона красную шапку. Он ее надел, она была прострелена на вершок от лба. С тех пор не прошло ни одного дня, чтоб я не думал о мщении. Нынче час мой настал. Я не стала читать тот отрывок, где Сильвио рассказывает про саму историю этого поединка, этой дуэли, чтобы вам было интересней. А сейчас будет 3 вопроса, как обычно. Какова причина неожиданного отъезда Сильвио? Он хочет поздравить друга в день его свадьбы, отомстить бывшему сопернику или отомстить своей бывшей возлюбленной. Да, Сильвио собирается уезжать. Он говорит, что, возможно, мы больше никогда не увидимся. И он показывает шапку. Он показывает шапку, которая была прострелена. И он говорит, что с тех пор не прошло ни одного дня, чтобы он не думал о мщении. И нынче час мой настал. То есть он хочет отомстить своему бывшему сопернику. Второй вопрос. Почему Сильвио не вызвал на дуэль пьяного сумасброда Р? Потому что дуэль противоречит его идейным убеждениям, потому что Сильвио не мог рисковать своей жизнью, или Сильвио не думал, что вообще есть причина вызывать Р на дуэль. Да, и мы видим, что он бы хотел, он бы мог вызвать этого пьяного человека на дуэль, но он не мог этого позволить, потому что он не мог умереть. Он не хотел умереть, потому что ему нужно было отомстить. Как вам такой смысл жизни? И последнее. Какое впечатление на вас производит Сильвио? Что он рассудочный, импульсивный или благоразумный? Ну, я думаю, что благоразумностью здесь не пахнет. 6 лет жить тем, чтобы отомстить какому-то человеку, наверное, не очень благоразумно. И 2 других эпитета рассудительный, рассудочный. Здесь написано рассудочный или импульсивный. Это пространство для обсуждения. Конечно, в монологе Сильвио есть подсказки, но по этому короткому фрагменту я бы сказала, что, скорее всего, он очень рассудочный человек, рассудительный, точно не импульсивный, а наоборот, человек, у которого логика, рассудок на первом месте. То, как он живет, и он подавляет свои эмоции. Я думаю, что импульсивного, наверное, здесь не очень много, хотя в нашем современном мире мы бы посоветовали ему обратиться к специалисту. И уровень С2. Как говорит мой друг, мой студент Армин. Кстати, у меня на канале есть видео, интервью с ним. Он говорит, что уровень С2 — это всегда уровень С2. И здесь у нас абстрактно-философские тексты, профессиональные тексты, художественные тексты, у которых есть подтекстовые, концептуальные смыслы. А что вы ожидали на уровне С2? Давайте посмотрим, какой у нас уровень С2. Ну как, это последний текст, и у нас осталось всего 3 вопроса, но сначала я прочитаю этот отрывок. Первые экспериментальные данные о влиянии ограничения питания на продолжительность жизни были представлены еще в начале XX века в экспериментах на крысах. Ограничение приема пищи тормозило рост животных, но увеличивало продолжительность жизни. На сегодняшний день эффект ограничения калорийности на продолжительность жизни и здоровье продемонстрирован на совершенно разных организмах: круглых червях, мушках-дрозофилах, мышах и крысах, собаках и коровах и некоторых обезьянах. За это время высказывалось множество гипотез о механизмах действия ограничения калорийности пищи на долголетие. Сначала предполагали, что эффект как-то связан с замедлением обмена веществ. Высказывалось мнение и о том, что это артефакт, что лабораторные животные просто переедают по сравнению с дикими видами, а возвращение к природной норме идет им на пользу. Эти ранние гипотезы были в итоге отброшены.
Затем возникла идея, что омолаживающий эффект ограничения калорийности связан с уменьшением производства активных форм кислорода, которые атакуют макромолекулы в клетках, то есть с уменьшением уровня окислительного стресса. Когда в научную жизнь прочно вошла молекулярная биология, искать объяснения стали в области регуляции молекулярных сигналов. Сейчас большинство геронтологов соглашаются с тем, что эффекты ограничения калорийности на продолжительность жизни связаны с определенными питательными веществами, запускающими в клетках ряд биохимических реакций в данных условиях. Но всю жизнь с детства питаться в режиме ограничения калорий — задача труднореализуемая. Поэтому геронтологи и биологи пытаются разработать лекарства, имитирующие благоприятные эффекты ограничения калорийности. Механизмы действия ограничения калорийности пищи на продолжительность жизни до сих пор непонятны. Относительно всех гипотез существуют как подтверждающие их данные, так и опровергающие. Таким образом, несмотря на серьезные подвижки в понимании механизмов процесса старения, таблетки от старения, по крайней мере надежной и гарантированно безвредной, пока не существует. Зато каждый свободен в реализации сложного пути. Следить за своей диетой, и если и не дожить до 100 лет, как минимум лучше себя чувствовать. Ну что, 3 вопроса. Исследователи-геронтологи считают, что питание с пониженной калорийностью замедляет процесс старения, так как что? Что при таком питании заторможены обменные процессы организма. Или при таком питании вырабатываются вещества, которые сохраняют организм молодым. Или природная норма живого организма составляет минимальное количество калорий. В тексте указано, что сначала предполагали, что это связано с замедлением обмена веществ, но потом мнение изменилось, и сейчас большинство геронтологов считают, что эффекты от ограничения калорийности связаны с определенными питательными веществами, которые запускают какие-то цепные реакции в организме. Значит, при таком питании вырабатываются вещества, которые сохраняют организм молодым. Второе. Результаты проведенных на сегодняшний день исследователей показывают что? Показали, каким образом ограничение калорийности пищи задерживает процесс старения. Не позволили ученым определить, каким образом ограничение калорийности пищи замедляет процесс старения, или опровергают все выдвинутые прежде гипотезы. Правильный ответ 2, тоже 2, что не позволяют ученым определить, каким образом ограничение калорийности замедляет процесс старения. Но сейчас можно сказать, что победить старость пока невозможно, но каждый может поддерживать форму, следя за своим питанием. Уже в ближайшем будущем появится безопасное и гарантированное средство от старения. И третье, если постоянно следить за своим питанием, можно стать долгожителем. Ответ 1. Что победить старость? Пока невозможно, мы не знаем, как это сделать, но можно следить за своей диетой, и даже если ты не доживешь до 100 лет, то ты будешь чувствовать себя как минимум лучше. Не забудьте написать, какой уровень вы думаете у вас, а я пока пойду готовить следующее видео. Как обычно, у меня есть подкаст, у меня есть телеграм-канал, и я всех вас жду там. До скорой встречи. Всем пока!